Хотите узнать правила долгих отношений? А они ведь действительно существуют. И это измеряли ученые. Каким образом? Анализировали определенное количество пар, были исследования людей, которые счастливы в отношениях и находятся в этих отношениях долго. И выверяли, какие же есть параметры общие у этих пар. И в этом видео я расскажу вам 2 правила. И если вы сможете внедрить это в вашу пару, в вашу семью, в ваш союз, то ваши отношения тоже смогут быть долгими. Ведь согласитесь, никому не хочется прожить вместе с человеком какое-то количество лет, а потом признать, что как будто бы все это было зря. Нет, не зря. Можно научиться строить отношения так, чтобы семья была по-настоящему крепкой. У вас есть возможность пройти первую ступень моих курсов про отношения совершенно бесплатно. Используйте эту возможность, пока она еще есть. Ссылка на регистрацию внизу. Просто оставляете почту свою, получаете на нее пароль, логин и сразу начинаете смотреть видео про 19 ошибок в отношениях и про 3 секрета мудрых женщин. Итак, переходим с вами к 2 правилам. Что же выяснили ученые? Первое, что пары, которые длительно в отношениях и при этом счастливы, не просто терпят друг друга, не в болезненных отношениях, где они не могут друг друга бросить, потому что слишком больно будет, слишком созависимы, а пары, которые по-настоящему счастливы. Они не избегают конфликтов, то есть шок, они ругаются периодически, и в их паре это норма. Когда у них случаются между партнерами какие-то противостояния, несоответствие интересов, то есть они смотрят на вещи по-разному, они не замалчивают это. Они не делают вид, что все нормально, что проблемы нет. Нет такого, что один продавливает, а другой подстраивается и терпит, все время уступает. Нет, они прямо признают: слушай, у нас как проблема, и начинают ругаться. Представляете? А в обществе у нас как принято считать? Чем меньше ругаетесь, тем лучше у вас отношения. Это не так. Невозможно, чтобы люди не ругались в близких отношениях, потому что всегда будут возникать ситуации, где наши интересы не сходятся. А ругаемся мы почему? Потому что хотим отстоять какое-то свое желание, потребность. Я так хочу. И если не отстаивать, то что? То невозможно организовать себя хорошо. Поэтому с сегодняшнего дня, с момента просмотра этого видео, пожалуйста, воспринимайте конфликты не как что-то плохое, а как абсолютно нормальное. Конфликт – это не обязательно поругаться и расстаться. Конфликт – это выяснить, кто что хочет, понять, а как мы можем максимально хорошо удовлетворить потребности друг друга, где найти эту точку соприкосновения. И счастливо пойти дальше. 2 правило. Пары, которые правда гармоничны и счастливы долгое время, они умеют мириться. То есть их отличает от пар, которые нестабильны, которые разваливаются, которые не крепкие, то, что те не умеют мириться. В хороших, назовем просто хорошие и плохие, так проще говорить, мне будет меньше слов. В хороших парах, крепких, есть наработанные определенные стратегии, как именно мы миримся. Вообще в отношениях длительных, как правило, эти стратегии появляются. Кто-то привык, что, например, жена подходит и говорит: хочешь, я тебе что-то вкусненькое приготовлю? И муж уже понимает, она хочет помириться. Хорошо, она хочет сделать мне что-то приятное, она делает как будто шаг в мою сторону. И вот уже между слов они понимают, что это не только про еду, а про что-то большее, про примирение. В других семьях, например, муж дарит жене подарок. И она понимает, что этот подарок по случаю того, что они недавно ссорились. И для него это вот он делает такой шаг к ней, шаг с примирением. Кстати, если в вашей паре есть тоже такая стратегия, как вы обычно миритесь, то напишите, пожалуйста, в комментариях, какая именно, как у вас происходит примирение. И в парах, которые долго живут хорошо, хорошие пары, у них эти стратегии обязательно есть. И эти стратегии, они доброжелательные, где человеку не нужно очень сильно прогибаться. Один из примеров хороших стратегий, когда пара переходит на юмор. Но это не сарказм, не ирония, то есть не черный юморок. Это такой доброжелательный юмор. Они начинают шутить на тему того, о чем они ругались. Юмор дает смех, дает разрядку напряжению, и они так легко мирятся. В некоторых парах вообще идеальный вариант, на мой взгляд, это когда партнеры честно подходят и говорят: слушай, извини меня, если я там повысил голос, извини, если я сказал что-то грубое. То есть, конечно, примирение через извинения –
Это вообще потрясающий вариант. Если вдруг вы хотите научиться конфликтовать эффективно, чтобы конфликты вас не разъединяли с партнером, не отдаляли друг от друга, а наоборот сближали, научиться договариваться, узнать замечательные формулы, как можно проживать эти конфликты, как говорить партнеру о своих потребностях так, чтобы он не воспринимал это в штыки и не начинал защищаться от вас, то приглашаю вас на мои курсы по отношениям. Их всего 3. Это курсы с 3 ступеней. Напоминаю, что первый можно пройти прямо сейчас бесплатно, просто зарегистрировавшись, оставляете почту и получаете доступ к видео. Ссылка внизу в описании.